Сегодня мы поговорим о симптомах гастрита с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. Также мы добавили возможность получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. Ну, тогда начнем. Симптомы гастрита. Почему боль и тяжесть? Это не гастрит. Давайте еще раз разберемся, какими симптомами сопровождаются гастриты. Гастрит не проявляет себя такими симптомами, как жжение в области желудка, ноющая больно-голодный желудок, ощущение тяжести и чувство переполнения даже после небольшого количества еды. Гастрит не может давать таких симптомов, поскольку слизистая желудка не имеет болевых рецепторов, а значит, даже если она воспалена или на ней есть эрозии, все равно симптомов не будет. Симптомы возникают в том случае, если повреждение затронуло мышечный слой, это происходит при образовании язвы. Именно поэтому, когда вас из года в год беспокоит жжение и боли в области желудка, тяжесть и чувство переполнения, как будто в животе кирпич, хотя съели всего пару ложек. Вы бежите и делаете гастроскопию, а там описывают хронический гастрит или гастродуоденит, то вы понимаете, что симптомы вызваны не гастритом, а функциональной диспепсией. Функциональная диспепсия развивается вследствие нарушения чувствительности механо- и хеморецепторов желудка и нарушения моторики желудка и не только проявляет себя симптомами, которые я перечислила, но они возникают также под влиянием стресса, нарушения сна и употребления в пищу определенных продуктов. Но при этом и пациенты, и врачи часто упускают тот факт, что гастрит и функциональная диспепсия могут прекрасно сочетаться друг с другом. И разбираться нужно и с тем, и с другим. Например, ко мне на прием регулярно приходят пациенты с сочетанием аутоиммунного гастрита и функциональной диспепсии. В большинстве случаев сначала они полагают, что тяжесть в животе вызвана атрофией слизистой. Но как мы с вами разобрались в самом начале поста, любое повреждение слизистой, включая атрофию, не дает симптомов. И тяжесть в данном случае вызвана функциональной диспепсией. Точно так же функциональная диспепсия сочетается с гастритом, вызванным Helicobacter pylori. Избавляемся от бактерии, жжение и боли в области желудка остаются. Значит ли это, что не нужно лечиться от Helicobacter pylori? Обязательно надо, поскольку еще в 1994 году она была признана канцерогеном первого класса. Но и функциональную диспепсию надо брать под контроль, чтобы не мучаться от симптомов. Точно так же и гастриты могут сочетаться между собой, усиливая повреждение слизистой желудка. Например, при сочетании аутоиммунного гастрита и бактерии Helicobacter pylori ускоряется прогрессирование атрофии. При приеме НПВП и инфицировании Helicobacter повышается риск образования язв. И гастроэнтеролог должен хорошо разбираться во всех этих нюансах, чтобы, с одной стороны, эффективно лечить пациентов, с другой – предвидеть и предотвращать возможные риски. Но и пациент должен хорошо разбираться в этих вопросах, чтобы быть уверенным в квалификации врача. Отправляйте пост друзьям, родным и близким. Эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!